смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за слой. Я за тобой. Доброе утро, друзья! Новый выпуск на канале. Ну, вы помните, подписка, лайк, все дела. Погнали! Долго не выходили видео, такой творческий кризис чуть-чуть. Сегодня о многом поговорим с вами. Поговорим о работе вообще в Катаре, кому стоит, кому не стоит приезжать сюда. Также затронем тему отношений вообще, сложно ли здесь построить отношения и строят ли здесь вообще отношения, как вообще с этим обстоят дела. Помимо возвращения на YouTube, я также возвращаюсь в зал. Потому что в последнее время также я забил на зал, давно не тренировался. Потихонечку возвращаемся. Go со мной, потреним вместе. Я вот удивляюсь ребятам, которые вот работают здесь в такую жару на улице и при зарплатах. Если уже мы заговорили о зарплатах, так чуть-чуть затрону. Получают они где-то 1200-1300 реал, 1500, вот так вот. Что где-то долларов 300-400 в таких условиях работая. Ну, для них это, для их страны это хорошие деньги. Вот, плюс им предоставляют еще жилье бесплатное, трансфер и питание. Стоит отметить, кстати, еще, что летом многие местные, они просто улетают в какие-то другие страны. В основном это Англия, Лондон, у них там своя недвижимость. Вот они, скажем так, лето проводят там. Как вот наши многие, у кого есть возможность, на зиму улетают там в Таиланд, куда-то еще, на зимовку, вот так они на литовку, скажем так, улетают, потому что, естественно, летом здесь очень жарко. И без машины вообще никуда. Машина, такси. Температура поднимается где-то до 50 градусов, 52 воздух прогревается. Невыносимо просто. Кстати, кто был в Катаре летом, опишите свои чувства вообще, как вам? Как вам вообще жара переносилась? Да и вообще в целом, кто был уже в Катаре. Кстати, из моих подписчиков уже многие были в Катаре. Поделитесь своими впечатлениями. Понравился город, страна, не понравилось, вернете сюда.
стажировочку закончил. Тяжело, конечно, возвращаться даже после двухнедельного, там, даже простоя. Тяжело вливаться, просто нереально. Те, кто занимаются постоянно, регулярно и делают потом перерыв, меня поймут. Пришли уборщики. Сейчас посмотрим, как они тут уберутся. Обычно косячат, вообще очень грязно все. Hello. Housekeeping? Yes. Why so early? Usually 12. Huh? Last time you cleaned very, very bad. Everything was dirty. Inside the bathroom was dirty. You didn't clean. Today I will check how you clean. Okay. Okay? Give me 5 minutes. Okay. Okay? 5 minutes. I go another room. Okay, go another room. Yeah. Друзья, пока в моей комнате делают уборку, поговорим чуть-чуть о вообще работе в Катаре, как сюда приехать, стоит ли вообще сюда приезжать. Я уже снимал как-то об этом видео, но очень много вопросов. Повторюсь снова. По поводу того, как сюда приехать, вообще, как я сюда приехал. Я приехал через агентство, то есть агентство подобрало мне работу. Это оплатил все работодатель, то есть я ничего агентству не платил. И прошел собеседование, меня взяли на работу. Спустя несколько месяцев мне сделали все документы, я прилетел сюда. Компания оплачивает, моя конкретно, в которой я работаю, она оплатила перелет. Обычно все компании оплачивают перелет туда и обратно, в Катаре. Также мне оплатили месяц проживания в отеле, в котором я, в принципе, и остался жить после этого. Это первый нюанс. То есть работодатель, плюс работа вот в Катаре, что работодатель полностью все берет на себя. Многие компании, кстати, еще предоставляют страховку за счет компании. У меня конкретно страховка за мой счет, то есть как бы вычитают из зарплаты, хотя, насколько я знаю, это неправильно. Обычно компания должна оплачивать страховку также. Обычно в Катаре шестидневная рабочая неделя, 6-5, у кого как, и отпуск от 3 до 4, получается, недель в году. И обычно раз в год работодатель предоставляет билет или выделяет сумму денег, чтобы вы прилетели домой или в любую другую страну, куда вы захотите во время отпуска. Сейчас работу в Катаре найти достаточно сложно. То есть рынок достаточно перегрет. В сфере услуг, да, можно найти в сфере услуг где-то в отелях, в ресторанах, но там низкие зарплаты, около там 2-2,5 тысяч реал, что очень мало для Катара. Что-то высокооплачиваемое, если хотите, то придется постараться поискать. И здесь есть международные компании, здесь есть Shell, также местная компания Qatar Petroleum, то есть в таких вот в нефтегазовой сфере здесь платят достаточно много. Либо какие-то топ-менеджеры в каких-то крупных компаниях зарплаты от 10, 15, 20 тысяч долларов, это нормально здесь. В элитных бутиках каких-то там, как Gucci, Louis, тоже хорошая зарплата, 15-16 тысяч реал в люксовых брендах. Начинается, в общем, от 9-10 тысяч в люксовых, если в бутиках работать. Минимальная вообще зарплата в Катаре $250. Такие зарплаты получают в основном здесь вот пакистанцы, индусы какие-то, которые работают уборщиками, посудомойщиками. Вот такие, в общем, работы здесь низкооплачиваемые. Но зато работодатели предоставляют им жилье и питание. Это, насколько я знаю, я ходил, вот, спрашивал, общался с людьми, вот, примерно такие вот условия. Изначально сюда приехать достаточно сложно, то есть работодатель должен выступить в качестве спонсора вашего, то есть он берет на себя обязательства, что он сделает вам все документы, вид на жительство, ну, ID-карту вот эту, с которой вы можете потом, если что, ходить и искать другую работу, предлагать свои навыки. Кстати, в хороших компаниях, ну, как Qatar Petroleum, например, вы, если у вас семья с семьей, то вам многие расходы покрывает компания, то есть обучение детей, оно здесь достаточно дорого стоит.
проживание. Также многие компании предоставляют даже при хорошей зарплате и также предоставляют house allowance хороший. То есть вы можете снимать в хорошем месте, в хорошем районе с семьей. И также вы можете привести, кстати, сюда семью на свой ID, то есть выступить спонсором для своей жены и детей, что немаловажно для семейных людей, кстати. Работу найти можно здесь, но вопрос в том, на что вы способны, ваши способности, и с чем вы готовы мириться. То есть здесь не так-то просто. Здесь, во-первых, жарко, летом очень жарко, а во-вторых, арабский менталитет. Привыкайте к тому, что арабы, они такие смотрят, честно скажу, не все, но многие смотрят на вас свысока. Вот. Особенно в отношении к индусам, пакистанцам. Если европейская внешность еще более-менее русских, там они любят белорусов, а те, которые с Пакистана, Индия, как-то отношения я замечаю не очень. Как мы такие барыни, а вы челядь. Но это на самом деле так и есть. Уровень жизни здесь достаточно высокий. То есть в плане, что очень дорого. Снять жилье одному нужно получать 1015 минимум, чтобы одному что-то снимать нормальное, квартиру какую-то или в отеле жить. Питание тоже здесь достаточно дорого. И продукты не сказал бы, что суперкачественные. Овощи, фрукты — это пластик, за который ты платишь там огромные деньги. Более-менее это бананы какие-то, там манго бывает хороший. Все, что супер какое-то качественное, оно стоит бешеных денег. Да и даже смотришь французские те же какие-то овощи, фрукты, овощи, оно все такое какое-то химозное и пластиковое, и ты за это даже не хочешь такие деньги отдавать. Там килограмм яблок есть там по 20 реал, 15, какие-то импортные супердорогие, помидоры также там есть по 30-40 реал, есть, конечно, местные там по 4 реала, которые на вкус реально как пенопласт. Вот. И подороже, я пытался и подороже покупать, тоже не особо разница значительная есть. То есть ты платишь такие большие деньги за продукты, и ты ожидаешь, что это будет качественно и вкусно, но оно нифига не качественно и не вкусно. И так везде. Хлеб здесь нет хорошего хлеба, такого, к которому мы привыкли, черный хлеб. Здесь все такой белый хлеб и лепешки вот эти, их местные. В общем, с питанием здесь реальная проблема. Особенно тем, кто очень следит за питанием. Здесь, чтобы питаться качественно, нужно очень много денег. Это только на питание минимум $1000 нужно давать, чтобы питаться действительно качественно, следить за здоровьем. Думаю, давайте подытожим чуть-чуть по поводу работы в Катаре. Сюда стоит приезжать через агентство в первую очередь, если у вас работа не очень высокооплачиваемая, и по месту уже искать более высокооплачиваемую работу. Но изначально советую приехать сюда через агентство. Есть агентства и в Беларуси, и в Казахстане, и в Кыргызстане. В общем, хватает. Если вам интересно, напишите мне в Инстаграм. Я не хочу делать просто рекламу агентства. Они мне не заплатили. Хотя, если вы смотрите, ребята, свяжитесь со мной, обсудим условия. Ну мой Инстаграм, можете написать мне. Я поделюсь контактами агентства. В общем, вы сами видели цену. Я себе буквально взял курицу, просто голень на гриле, салат греческий и там лепешечки. И отдал за это 40 реал. То есть в Беларуси бы я несколько раз поел в Васильках. По 10-12 рублей в Васильках стоили обеды, а здесь я 40 рублей отдал, сейчас один раз поем. 40 реалов, примерно 40 рублей, скажем так. Вот такие цены. Вы спрашивали, как мы тут питаемся с Низамом. Короче, вот так и питаемся. Курочка на гриле. 18 реал. С такой лепешкой. 18 реал вот за это. Прикиньте, 18 реал. Салат, типа греческий, 16 реал. Вот я тут всякие соусы добавляю. Мне привезли подписчики, кстати, из Беларуси горчицу и хрен. Вот, еще до сих пор не закончились, кстати. Вот так и питаемся. Недешево в Катаре, повторюсь, недешево. Раньше было намного дешевле, когда я здесь был первый раз. Очень все подорожало сейчас. Так что приходится выкручиваться. Зачастую мы питаемся
где-то в каких-то заведениях. Вот, ходим куда-то, находим какие-то места недорогие, потому что выходит даже выгоднее, чем вот если покупать продукты и что-то готовить. Вот такой вот обед уже. Просто кусок курицы 18 реал. За что? Непонятно. Ну, еще соус какой-то здесь идет. Вот так. Ну что ж, друзья, приступим. В общем, я решил не ехать в библиотеку, потому что нереально жарко. Я вышел на улицу и чуть не офигел. Просто сегодня 47 градусов, 46-47 градусов. О отношениях мы поговорим у меня в отеле. В общем, да, друзья, отношения. Здесь с этим проблема. Элементарно, просто давайте зайдем в Tinder, полистаем Tinder. Что у нас здесь есть? Раз, два, out-call сервис, массаж сервис. Я думаю, вы поняли, о чем этот массаж сервис говорит. В общем, друзья, вы все видите сами. В Тиндере, конечно, это проблема с кем-то познакомиться. Я лично сам пытался, ничего из этого не вышло. И через одну девушку просто вот эти вот сервис, массаж сервис, out-call сервис, ну понимаете, о каком сервисе идет речь. Вот. И здесь этого полным-полно. Куда ни зайди, в клуб, в бар какой-то, к тебе могут сами они подойти. У меня было такое, мы ходили с другом, с Низамом в клуб, не так далеко от нас этот клуб, это было достаточно давно, и мы сидим, пьем пиво просто на баре. Ко мне подходит девушка африканская и говорит: do you like massage? Ну, я... Прихерел. Это, конечно, печально. Такой, без задней мысли: yes, I like massage. И она мне заряжает просто цену, говорит: вот столько-то будет стоить. Я такой: массаж? О, массаж. И она говорит: массаж. В общем, да. Почему так происходит, друзья? Почему здесь так сложно найти девушку для серьезных отношений? Поговорим, в общем, о девушках из африканских стран. Это не только черные, да, девушки, а также Алжир, Марокко, Тунис, Египет. Дело в том, что они здесь как в шоколаде. Здесь процент мужского населения намного больше, чем процент женского населения. И здесь очень много местных мужчин при деньгах, которые могут позволить купить им сумки, водить их по ресторанам, дарить дорогущие там браслеты Cartier, Bulgari. И они разбалованные, и они смотрят, к чему это все. Потому что девушки здесь смотрят в твой карман, на твой кошелек, на чем ты приехал, куда вы пошли, подарил ты подарок ей на первом свидании или нет. В общем, меркантильность. Здесь прям... Я не говорю, что все девушки здесь такие, но большинство девушек здесь действительно смотрят в твой кошелек. Не смотрят тебя в душу, какой ты человек, какой ты хороший мужчина, заботливый, там, пускай ты там не подарил 101 розу или там миллион роз, но ты подарил какой-то букетик, ты оказал знак внимания, они смотрят на дороговизну подарка, там, на то, как ты ухаживаешь, какие подарки ты даришь, на чем ты ездишь. В общем, финансовая составляющая в отношениях здесь, в Катаре, имеет очень большой вес. Я не спорю, не хочу тыкнуть тех девушек, которые хотят там богатого себе парня, это нормально, я ничего в этом плохого не вижу, но здесь это поголовно. Вот. Это одна из причин, почему здесь сложно построить отношения. Вторая из причин – это то, что здесь очень много мусульман, и конкретно вот ребятам-славянам сложно здесь отношения построить с мусульманками, потому что они хотят там встречаться с мусульманами. Вот, религиозный такой вот аспект также играет очень большую роль. Так что, друзья, вот это такая тема отношений достаточно болезненная здесь. Здесь нельзя
без marriage certificate, то есть сертификата о браке, жить вместе где-то там, снимать в отеле, это с этим проблемы. Интересно узнать ваш опыт вообще. Может, кто-то уже жил за границей, в других странах, как вообще вы с иностранными мужчинами, с девушками встречались, не встречались, и какой ваш опыт вообще был, потому что я не раз здесь встречался с девушками там из Марокко, из Туниса, из Алжира. Менталитеты очень разные. То есть очень сложно построить какие-то отношения, потому что совсем другие взгляды. Или может потому, что действительно девушки смотрят только на твой кошелек, и поэтому вы так чуть-чуть порознь. Но проблемы в отношениях здесь есть. Для девушек здесь, конечно же, намного все проще. Мужчин очень много, есть еще выбрать, много обеспеченных мужчин. Плюс вот очень много скидок везде для девушек. Есть такие, так скажем, ladies nights, вот, где проводится вечеринка только для девушек. Есть также в многих барах happy hours, то есть специально зазывают девушек, дают им там 2-3 бесплатных коктейля в клубе там, или в баре, лишь бы они пришли, потому что придут также мужчины, которые будут еще что-то покупать, в том числе им, и что будет делать выручку там, бару, клубу, ну и также они будут знакомиться вот, и предлагать свой массаж-сервис. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю. Ну вы поняли. В общем, друзья, сегодня такое вот видео получилось. Давно я ничего не снимал, потому что на улице просто офигеть какая жара, и лишний раз не хочется выходить, что-то делать. Вот решил сегодня снять такое статичное видео, просто пообщаться, такую вот болталочку, рассказать чуть-чуть здесь вот о жизни в Катаре, об отношениях. На самом деле в Катаре долго здесь люди не задерживаются, пару лет и все, потому что действительно здесь все очень ограничено и болты очень сильно затянуты, у тебя нет какой-то там свободы действия. Допустим, хочется построить бизнес, с этим проблема. Хочется там отношения начать с кем-то, это тоже проблема. В общем, сюда все приезжают просто как кратковременно заработать и уже дальше куда-то дальше двигаться. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на меня, ставьте лайк. Мой инстаграм я оставляю. Также можете подписаться, задавать вопросы. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем пока, до новых встреч.